Она в ужасе? Но почему же? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, настраивайтесь на расклад для энергообмена. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вы человек, который в своей жизни не единожды переживали обман. И на сегодняшний день, возможно, у вас, такой пунктик, наверное, да, вот какой-то триггер по поводу нечестности, по поводу лицемерия, по поводу какого-то предательства и фальши. Вы не терпите ложь и обман, то есть это, в принципе, одно и то же, да. Фальшь не терпите в отношениях, ни при каких условиях. Это касается и семьи, это касается работы, неважно кто это, родственники. То есть любой человек, который хоть немножечко сеет какой-то обман, подозрительность в вашей душе, вы сразу же прощаетесь с таким человеком. В вашей жизни была, либо же у кого-то проиграется, есть женщина, которая вас, почему-то то ли напрягала очень сильно, да, может быть, кого-то сейчас напрягает, если вы проживаете вместе. Человек, в которого вы в свое время вкладывали душу, да? Вы вкладывали все, средства, время, эмоции. Но человек, который очень некрасиво, очень подло с вами поступил. Опять же, поскольку это общий расклад, у кого-то это может проиграться уже в прошедшем, да, то есть вы пережили такую ситуацию, кто-то еще может оставаться с такой женщиной. Но опять же, здесь причины, либо же материальные какие-то ресурсы, которые вы не хотите отдавать, не хотите делить, да, вот, либо же вы стараетесь полюбовно разойтись, да, кто-то, может быть, уже пытался разойтись полюбовно, но, тем не менее, эта женщина очень сильно упала в ваших глазах. И даже если вы сейчас проживаете вместе, вы, я думаю, скорее всего, через какой-то период, да, потому что здесь могут проигрываться некие такие камни преткновения, да, у кого-то это работа, может быть, вы где-то далеко сейчас находитесь, по причине там, либо же это контракт, либо же вы за границей, там где-то на заработках, да, по какой-то причине вы просто оттягиваете этот момент развода. Это может быть ситуация, когда, знаете, вы что-то узнали о человеке, что-то узнали то, что вас, сразило наповал, да, с чем это связано, давайте-ка. Однозначно вы эту женщину любили, кружили, но это, скорее всего, проиграется любовный треугольник. Возможно, вы узнали, что вам изменила женщина, да? У кого-то это, повторюсь, проиграется уже в прошедшем времени, а кто-то, может быть, вот недавно узнал, да, кто-то, может быть, в ближайшее время узнает. То есть вы уже можете подозревать. А для вас на самом деле вот семья, дети, те какие-то семейные ценности, это что-то очень-очень такое большое и святое. Вы человек, который готов вкладываться именно в отношения. Вы вообще сами по себе человек, который очень ценит взаимность. Вы человек, который, наверное, последнюю рубашку снимет, если видит, что женщина его любит и ценит. Давайте сделаем маленький опрос по этому поводу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вот вы, как вы считаете, да, достойна ли женщина вашей любви и внимания, да, вот если женщина вкладывается в ответ, вот вы будете, я не знаю, как это правильно вот сказать, да, чтобы достучаться до вас. То есть, вот если вы будете видеть отдачу от женщины, вы готовы будете горы свернуть. Вот, наверное, так давайте сформулируем наш вопрос. Вы будете сворачивать горы ради такой женщины, которая любит, ценит, да? Либо же для вас это, само собой разумеющееся, так должно быть, да? Вот именно такой взаимообмен, энергообмен, насколько для вас важен. Опять-таки нам показано, что кто-то из вас сейчас находится там, где горячо, там, где очень опасно.
Могут быть какие-то очень близкие опасные ситуации, да, то есть либо же это, ну, какие-то взрывы, прилеты совсем-совсем рядом, да, то есть опасность для жизни, для здоровья остается, но вы держите, тем не менее, ситуацию под контролем, под контролем. Могут быть перемещения, да, возможно, вы недавно вот либо куда-то передислоцировались. Возможно, у кого-то вот в ближайшее время проиграется перемещение, вот именно по работе, да, там, где горячо. Кто-то из вас поменял место жительства, но это скорее вот именно такое вынужденное место жительства. Смотрите, у кого-то это проиграется, что это такой вынужденный отъезд, да. Возможно, вы разошлись, переехали на другую квартиру. Возможно, кто-то из вас поехал на заработки. Ну, это такая вынужденная мера, опять же, независимо от того, с чем она связана, хоть личная жизнь поменялась, хоть по работе. Ну, это как будто уже такое было запрограммировано, это по судьбе было в вашей жизни, да, вот так должно было случиться. Вы это понимаете, да? Вы вообще человек, который верит в судьбу, хоть периодически вы задумываетесь о том, что да нет, люди сами могут делать какие-то шаги и менять судьбу. Ну, то есть такое вот двоякое у вас мнение, да? По башне, да, однозначно, многие из вас потеряли любимого человека, любимую женщину. Но здесь может проиграться, что у кого-то это развод, а у кого-то женщина, ну, к сожалению, ушла на небеса. Тоже может проиграться. Но эта женщина для вас, вот у кого ушла, да, для вас эта женщина жива, вот она будет всегда жить, потому что вот вы ее потеряли, вы настолько много вкладывали, может быть, даже сил, средств, чтобы спасти, да, допустим, если женщина болела. То есть вы сделали все возможное и невозможное, но, к сожалению, она ушла на небеса. Очень большая утрата, очень большая боль, которая, ну, я думаю, еще длительный период будет заживать. Потому, возможно, вы даже и не вступаете пока в новые отношения. Многие из вас, да, вот по поводу отношений, скажу так, я не вижу женщины, которая могла бы, ну, на ближайшее время претендовать на вашу руку, сердце, да, на какую-то стабильность, да, вот в вашей жизни. Вот нет такой дамы, которая могла бы вас зацепить. То есть симпатия может возникать с разными женщинами, но именно та, которая цепанет, та, на которую вы будете смотреть и думать, вот она, да, я ее нашел. Вот такое пока я не вижу в вашей жизни. Давайте-ка смотреть теперь ближе к раскладу. Что же за женщина к нам пришла на расклад и почему она в ужасе, да? Однозначно, это женщина-манипуляторша. Это женщина, которая причинила вам ужасную боль. Ну, скорее это проиграется ваша жена, да, у кого-то гражданская жена, у кого-то официальная. Ради этой женщины вы, ну, в принципе, я уже немножечко ее описала в сигнификации. Ради этой женщины вы сворачивали горы. Ради этой женщины вы готовы были отдать все. Эта женщина, возможно, даже мать ваших детей, либо ребенка. Но она такая, знаете, она манипулирует, как дышит. Вот она настолько умело это делает. В принципе, она не поменялась. Она и сейчас осталась такой, если кто-то думает, там, да, может быть, она изменилась. Нет, ребят, она не изменилась. Она людей использует. Причем использует довольно так хладнокровно. Использует, знаете, вот в своих каких-то корыстных целях. Если человек ей не приносит никакой пользы, она начинает отдаляться. Это видно. Возможно, вы даже знаете, что когда вы были вместе, да, либо же сейчас, вот она дружит с человеком, пока есть какая-то выгода. Когда эта выгода теряется, она начинает под каким-то предлогом дистанцироваться. Женщина с характером, женщина, которая вас обманывала, женщина, которая причинила вам боль, как я уже сказала. И, в общем-то, я так склоняюсь, что многие из вас эту боль до сих пор
но не могут забыть, не могут даже прожить, пережить. У кого-то это отголосок, такой осадочек остался, да. Возможно, уже много времени прошло, как вы разошлись, но тем не менее, вот как дамоклов меч над вами висит эта ситуация. Вот знаете, такой вот звоночек, да, вот эта мысль в голове, что не хочу ничего, не хочу никого. Эта женщина настолько вот, ну, убила в вас какое-то ощущение доверия, что ли, к женщинам, да? Отсюда может даже проиграться, что у вас нет рядом любимой женщины. Потому что подсознательно из-за вашего такого вот непростого положения, да, вот в личной жизни, то, что вы пережили, из-за этого обмана, вам сложно теперь открыться другим женщинам, сложно поверить другим женщинам. Вы боитесь повторения ситуации, то есть на те же грабли. Ну, то есть с ней вам было когда-то очень хорошо, но пришел момент, и вам стало очень плохо. И это очень плохо у вас может даже проиграться, что сейчас еще это очень плохо, оно у вас тянется и тянется. Это очень плохо над вами висит, и вы ну, порой испытываете такое ощущение, как будто это наваждение. Это может быть ситуация, когда вы ну, не можете, да, вот ну, реально как наваждение, можете даже думать, что она вас приворожила. Вы думаете, вы вспоминаете, хотя вы понимаете, что нет назад дороги, нет, не может даже быть и речи, чтобы вернуться. Но, тем не менее, кстати, у кого-то, ребят, может проиграться, что действительно на вас есть какой-то, ну, то ли приворот, здесь есть какая-то магическая история. Поэтому, чтобы более подробно разобраться, пишите телефон под видео, да, диагностика. Это единственный способ, чтобы окончательно узнать, есть ли на вас магия или же нет. Итак, почему же она в ужасе? Ох, какая она прям дьяволица. У кого-то из вас могут проиграться вот действительно созависимые отношения вот к этой женщине, потому вы ее можете не отпускать, да? Вот это какое-то, ну, действительно такое мощное дьявольское притяжение. Это женщина, которая вроде бы, да, вот такая вся харизматичная. Это женщина, которая довольно неплохо выглядит, хоть нервы вам и помотала, но тем не менее, знаете, вот есть в ней что-то такое, что заставляет людей как-то вот ей подчиняться, трепетать, ее слушать, да, вот она умеет втираться в доверие, она умеет быть такой няшечкой, если это нужно, она умеет быть очень такой кроткой, покладистой, если это нужно. Опять же, все вокруг выгоды, ничего кроме выгоды в ней нет. Почему же она в ужасе? Да потому что все пошло не по плану. Вот она такая распрекрасная звезда, но тем не менее, мужчины, которые окружают ее, да, вот, то есть она периодически прыгает по жезлам, и не вижу у нее стабильного мужчины. Я не вижу человека, который бы любил ее, которого бы она любила. Вот как будто она постоянно находится в поиске, и она уже так устала от этих поисков, она так запуталась, она так, она даже как будто выгорела немножко, да, потому что вот эти вот поиски богатенького Буратино, эти поиски достойного человека, с которым она могла бы вот чувствовать себя уверенно, да, а ей очень этого хочется. Она не может найти такого человека. Да, у нее периодически появляются мужчины при деньгах, но которые просто ее пользуют. Вот как сходить на помойное ведро, да, вот в помойную яму куда-то. Эти люди могут ей какую-то денежку там подкидывать, да. Ну, для достойных женщин это очень унизительно, да, для достойных женщин себя продавать, ну, как-то это совершенно не то пальто, не по правилам. Для нее же она готова за какую-то копеечку, да, она будет ходить ублажать мужчин, она будет делать все что угодно, да, то есть ее будут унижать, там, как угодно относиться, но она будет за эту копеечку только чтобы вот чувствовать себя богаче, как-то стабильнее финансов, да, она будет, ну, там, делать все, да, в интимном плане. То есть ее воспринимают мужчины, ну, действительно, вот просто как какой-то, я не знаю, отработанный материал. Это как игрушка какая-то, как резиновая женщина.
Она это поняла не сразу. Почему она в ужасе, да, вот она, может быть, в последнее время только начинает понимать, что что-то в ее жизни, ну, не клеится, вот все идет не по плану, вот с мужчинами, да. Вот она такая вся симпатичная, она все такая няшечная, вроде бы и все умеет, да. Она может быть неплохой любовницей, но как-то мужчины ее пользуют, она это начинает понимать, что ее не любят, ее используют. Причем здесь были ситуации, когда ее очень некрасиво мужчины, ну, то ли прогоняли, как-то то ли это унижение какое-то было. Ну, то есть она была в очень таком добитом, просто морально разбитом состоянии. Какой-то мужчина при деньгах очень сильно, ну, так скажем, культурно потрепал ей нервы, да, то есть дал ей какую-то надежду, она на нее повелась, она поверила, что вот он там, может быть, влюбился в нее, а потом он забрал эту надежду обратно, то есть потом он просто исчез. Ну, это, то есть человек поматросил и бросил, да, красиво в уши ей залил, красиво понарассказывал, а потом смылся. Поэтому, моя хорошая, знаете, она несчастная женщина, она глубоко несчастная. Вот деньги, вот подтверждение, это то, о чем я говорила. Для человека нет ничего святого, да, ей не нужна любовь, ей не нужны какие-то душевности, ей нужны деньги, ничего кроме денег. Но даже уже у таких вот богатеньких буратин она как-то все меньше начинает котироваться, она все меньше имеет своих, ну, любовников, назовем их так, да. Как-то вот все быстрее ее мужчины раскусывают, и она не может понять, где же она прокалывается, вот где же ее ошибка, что же она делает не так, что мужики от нее бегут. А мужики просто всего-навсего чувствуют, да, вы это сами прекрасно понимаете. По любой женщине это видно, да, вот какая она, с ней можно просто ночку провести, либо же ее можно замуж позвать. Это две большие разницы, вы это все понимаете. Поэтому у нее сейчас не самое лучшее настроение, не самые лучшие перспективы. Здесь добавятся еще проблемы и по работе, да, у кого-то из ваших бывших может проиграться, что действительно либо урезание зарплаты будет, возможно, даже какая-то перетрубация, реорганизация может произойти. То есть она может, в общем-то, даже остаться без работы. Это ее еще больше будет расстраивать, потому что богатенького Буратино нет, денежек хочется все больше, и, в общем-то, она в ужасе, как жить дальше, да, вот как выживать. Сказать, что она жалеет, она сделала какие-то выводы, я не могу, потому что, ну, человек не склонен признавать свои ошибки, человек не склонен делать какие-то умовыводы, умозаключения, что это вне дела, да, что это не мужчины такие плохие, а вот именно она себя так ведет, как, ну, потребляди, да, назовем это так, не очень красиво, но другого слова я, к сожалению, не могу подобрать. Поэтому, ребят, кто из вас, может быть, еще имеет какую-то надежду, да, поскольку это общий расклад, я понимаю, что могут быть такие, кто, может быть, ждете, может быть, надеетесь, что, а вдруг получится помириться, да, вы не помиритесь, она как изменяла, она так и будет изменять, она будет постоянно в поиске. Вы будете ради нее впахивать, а она будет куда-то на сторону смотреть. Она будет постоянно искать более богатеньких мужчин, которые будут закрывать все ее финансовые потребности. Поэтому подумайте, зачем вам нужна такая женщина? И дважды в одну реку не входят. Разбитую чашку можно склеить, но она уже такой красивой не будет. Трещина останется. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!